Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим болезнь ОЭСКи. Эта болезнь хорошо известна всем свиноводам со стажем. Где-то в конце 70-х годов она наводила ужас в свиноводческой отрасли. Убытки от нее были очень большими. Это связано с тем, что данная болезнь больше всего проявляется в больших хозяйствах. А как раз в то время и начался бум промышленного свиноводства. Хотя есть и другая причина, не менее важная и которая связана не только с размером хозяйств. Я на этом остановлюсь немножко позже. Болезнь ОЭСКи очень старая, но, увы, совсем не добрая. Старая в том плане, что впервые она была описана еще в 1813 году. Представьте себе, как давно это было. Это было только через год после Бородинского сражения. А до взятия русскими Парижа оставался еще целый год. Русские войска, кстати, разгромив Наполеона, вошли в Париж только в конце марта 1814 года. Так вот, как раз в то время и была описана болезнь ОЭСКи. Болезнь была описана только по характерным клиническим признакам, и тогда данной болезни даже названия не было присвоено. Кстати, в то время еще не было больших хозяйств, но болезнь уже была с характерными клиническими признаками. И через 40 лет данной болезни было присвоено первое название – псевдосказа. И лишь только на стыке веков в 1902 году венгерский ученый ОЭСКи изолировал вирус и отдифференцировал его от вируса сказа. Вот с того момента в честь этого ученого болезнь и стали называть его именем. А теперь кратко о болезни ОЭСКи. Это вирусное заболевание, которое вызывается ДНК-содержащим вирусом из семейства герпес-вирусов. Кстати, этим вирусом поражаются все домашние и дикие животные. Но наиболее восприимчивы к данному вирусу свиньи и особенно поросята. Одна из особенностей данного вируса в том, что он очень долго находится в организме свиньи. То есть, если он попал в организм свиньи, то избавиться от него крайне сложно. Даже вакцинация не помогает. Необходим комплекс мер. Дальше я расскажу какой. А сейчас остановимся на клиническом проявлении данного заболевания. Оно зависит от штамма вируса, путей инфицирования и возраста свиней. Чем моложе животные, тем тяжелее протекает болезнь и тем выше процент падежа. Заболевание развивается следующим образом. Вирус через слизистую оболочку ротовой полости и верхних дыхательных путей попадает в миндалины, где он быстро размножается и потом проникает в мозг, вызывая его острое воспаление. Все это вызывает характерные клинические симптомы. У новорожденных поросят до 10-дневного возраста заболевание чаще всего проявляется признаками менингоэнцефалита. Больные поросята не могут перемещаться, сосать, издавать звуки, появляются судороги, слюнотечение и спазм глотки. Поросята погибают через 4-12 часов, а иногда через сутки. То есть животные проявляют все признаки бешенства. Вот почему в самом начале данное заболевание и было названо ложным бешенством. У поросят в возрасте от 10 дней до 4 месяцев более часто отмечается смешанная форма болезни с признаками менингоэнцефалита и септицемии, то есть заражения крови. Вначале у заболевших животных повышается температура тела до 41 градуса и выше. Появляются угнетение, слабость, сонливость, рвота и жажда. Затем развиваются клинические признаки поражения центральной нервной системы. Поражение центральной нервной системы может проявляться либо признаками возбуждения, это эпилептическая форма, либо торможения, это оглумоподобная форма. Поросята старших возрастных групп тоже болеют тяжело, но большая часть из них все же не погибает. Взрослые свиньи могут переболевать легко и нередко в скрытой форме. Я не буду симптомами нагружать вашу голову. Во-первых, это реально сложно запомнить. И только этого видео будет недостаточно, чтобы проводить качественную диагностику. А во-вторых, данное заболевание надо еще дифференцировать от множества других заболеваний. Точно такие же симптомы наблюдаются и при чуме свиней, и сальмонеллезе, и том же колибактериозе. И болезнь Тешена протекает с похожей симптоматикой. Но и это еще далеко не все. Можно назвать еще добрый десяток других заболеваний со сходным течением.
Поэтому ставить диагноз только на основании клинических проявлений – это несерьезно. На основании клиники можно только заподозрить болезнь. А дальше для точной постановки диагноза необходим целостный комплекс данных – эпизоотических, клинических и патологоанатомических. И конечная точка в этом процессе при постановке диагноза, как вишенка на торте, это лабораторное подтверждение заболевания. Лечение болезни АОС неэффективно. Можно применять гипериммунную сыворотку, но она эффективна лишь в самом начале заболевания. То есть лечить-то можно, но это будет неэффективно. Так, баловство. Так как болезнь АОС вызывается вирусом, то никакие антибиотики на вирус не действуют. Но применение антибиотиков очень желательно, так как их применение предупреждает развитие вторичных инфекций. Но по большому счету, как я уже сказал, сильно ситуацию это не спасет. Убытки и очень большие хозяйства будут обеспечены. Особенность данного заболевания в том, что вирус болезни АОС даже после переболевания все равно остается в организме свиньи. И возможности удалить его из организма свиньи нет. Происходит процесс так называемой иммунизирующей субинфекции. Это когда небольшое количество вируса в организме свиньи постоянно раздражает иммунную систему, провоцируя ее на поддержание высокого уровня антител в организме животного. При этом такая свинья сама не болеет и никаких клинических признаков заболевания у нее тоже нет. Такие свиньи, у которых никогда не было клинических признаков болезни, могут быть вирусоносителями, и они есть серьезная угроза для неинфицированного поголовья. Реальный выход из этой ситуации только один. Это только вакцинация свиней. Как я уже отметил, что следует всегда помнить, что как только вирус засел в тройничном нерве, то ни одна вакцина не способна его оттуда достать и ликвидировать. Вирус может находиться в скрытом состоянии в центральной нервной системе, в лейкоцитах и других органах и системах как инфицированных, вакцинированных, так и невакцинированных свиней. И это очень большая проблема при ликвидации данного заболевания. То есть даже вакцинированные свиньи будут носителями патогенного вируса. Но тем не менее постоянная вакцинация дает возможность уменьшить выделение вируса в окружающую среду, и таким образом удается снизить интенсивность распространения вируса среди поголовья свиней. Также вакцинация дает возможность предупредить клиническое проявление заболевания в уже инфицированных животных. Сегодня используются так называемые маркированные вакцины. При изготовлении такой вакцины иммуногенный вирус, который содержится в вакцине, маркируют при помощи специальной биотехнологии. Суть этой технологии в том, что вакцинный штамм отличается от полевого штамма. То есть на вакцинный штамм вырабатываются одни антитела, а на полевой штамм вырабатываются уже другие антитела. И те, и другие антитела легко определяются при проведении лабораторной диагностики. Это дает возможность отличать инфицированных свиней от неинфицированных, но вакцинированных. Например, если в крови обнаружены два вида антител, то это значит, что животное до вакцинации было инфицировано. А если в крови обнаружены только антитела, которые выработаны в ответ на введение вакцинного штамма, то это значит, что свиньи не были инфицированы до вакцинации. Свиньи, у которых был обнаружен полевой штамм, удаляются из стада. Вот так шаг за шагом избавляется от инфицированных животных и оздоравливает хозяйство. Вакцинация маркированной вакциной широко используется в странах, где принято решение об освобождении свинопоголовья от болезни АОС. Как видим, процесс освобождения хозяйства от данного заболевания достаточно сложен, затратный, и без маркированных вакцин тут никак не обойтись. Поэтому вывод напрашивается сам собой. Надо сделать все, чтобы не допустить в хозяйство появления болезни АОС. Чаще всего в свиноводческое хозяйство возбудитель болезни проникает с завозимыми свиньями-вирусоносителями, приобретенными в ранее неблагополучных хозяйствах. Поэтому для предупреждения заноса возбудителя племенных животных и корма нужно приобретать только в заведомо благополучных хозяйствах. И при этом в обязательном порядке должен проводиться серологический контроль на наличие в крови специфических антител к вирусу болезни АОС. Ну и святое, всех поступающих в хозяйство свиней надо в течение 30 дней выдержать в профилактическом карантине. Также возможно попадание вируса в хозяйство с концентрированными кормами, загрязненными трупами грызунов, павших от болезни АОС, с плохо обеззараженными боинскими отходами. Например, с плохо обеззараженной мясокостной мукой.
Возбудители могут заносить в хозяйство и грызуны, мигрирующие из соседних неблагополучных пунктов в радиусе 6-8 километров. Как видим, заболевание свиней болезнью ОСК – это очень серьезная проблема для свиноводства. Одну радость, что сейчас существуют соответствующие инструкции и вакцины, которые позволяют успешно решать эту проблему. А главное знать, что и как делать. Но, как говорится, ни одной ОСК единой. Много еще в свиноводстве различных болезней, которые мы обязательно рассмотрим в наших последующих видеороликах, чтобы знать и предупреждать их, а не тратить свои силы и средства на постоянную борьбу с ними. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим поросятам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!